Эй, друзья, всем привет! Скоро Новый год! Надеюсь, вы его так же ждете, как и мы. Самое время запасаться рецептами на Новый год. Поэтому жмите ваши лайки, жмите подписаться и поехали! В нашем меню сегодня будут фаршированные шампиньоны, жульены, сырные шарики и, конечно же, брускеты с тунцом. Ингредиентов у нас очень много, поэтому весь список для каждого блюда вы сможете найти в описании. Первое, что мы будем готовить, это шампиньоны, фаршированные кускусом, а также сыром и зеленью. Первое, что нам нужно сделать, это залить 1 к 1 наш кускус кипятком. Накрываем его тарелочкой и оставляем на 5 минут настояться. Дальше мы переходим к шампиньонам. Изначально отделяем ножки от шапочек. Это можно сделать вот таким вот легким движением. И все. И так со всеми. Отделили ножки, теперь их нарезаем, а затем нарезаем лук и чеснок. Нарезали овощи, и теперь нам нужно их поджарить. Во время того, как тушим наши овощи, добавляем сметану. И хорошенечко все перемешиваем. После добавляем специи. И к нашей начинке добавляем наш запаренный кускус. Все перемешиваем. Наша начинка почти готова. Осталось только натереть в нее пармезан. Натираем на мелкой терке. Все перемешиваем и начиняем наши шампиньоны. Нафаршировали наши грибы, сверху посыпаем сыром и отправляем запекаться. Наши грибочки готовы к запеканию, отправляем их в духовку на 20 минут при 180 градусах. Наши грибочки уже испеклись, осталось их только украсить и можно переходить к следующему блюду. Второй нашей закуской сегодня будет жульен. Для него нам понадобится фарш, грибы, специи по вкусу, немножко муки и тарталетки для того, чтобы их потом начинить. Первым делом, что нам нужно сделать, это подготовить нашу начинку. Для этого у нас уже подготовлен домашний фарш из курицы, а также мы сейчас нарежем грибы и лук, для того, чтобы это все обжарить потом. Нарезаем шампиньоны мелкой фракцией. Нарезали грибы, теперь мелко нарезаем лук. Друзья, после того, как нарезали все ингредиенты, теперь их поджариваем. 3-4 минуты обжарили фарш, затем добавляем грибы и лук. Когда наши грибы и лук дошли до готовности, добавляем специи, сметану и муку. Размешиваем и затем добавляем муку. Тушим еще 1-2 минутки.
Наша начинка готова. Самое время начинять наши тарталетки, посыпать все сыром и отправлять в духовку. Тарталетки с начинкой уже на противне, посыпаем их сыром. Запекаем наши тарталетки на протяжении 10 минут при температуре 180 градусов. Отправляем их в духовку. Наши тарталетки уже готовы. Честно вам признаюсь, мы их попробовали. Вкус очень нежный, сочный, сладкий благодаря тесту на тарталетках. Рекомендую вам их готовить, а мы переходим к следующему блюду. Третьей нашей закуской будут брускетты с тунцом. Для этого обязательно берите тунец в собственном соку. Первым, что нам нужно сделать, это нарезать наш багет на брускетты. Нарезанный багет подсушиваем на сковороде до румяной корочки. Следующий наш шаг — это нарезаем все остальные наши ингредиенты и делаем из них салат. Ко мне тут помощник пришел. Она тоже очень любит готовить, да? А еще она очень любит яичный белок. Держи. Приятного аппетита. Наш салат почти готов. Осталось добавить в него только ложку сметаны. И еще хочу сказать, что соль мы специально не добавляем, так как тунец сам по себе соленый. Брускетты готовы, можно подавать к столу. А крайней нашей закуской на сегодня будут сырные шарики. Как обычно, все ингредиенты в описании. У нас есть 3 вида сыра, и первое, что мы делаем, смешиваем их между собой. Смешали наш сыр и будем формировать из них шарики и обваливать их в наших специях. Вообще можно брать все что угодно, вяленую клюкву, орехи, все что вы захотите. Делаем наши маленькие закуски. Сырные шарики готовы. Дорогие мои, наши вкусные, легкие и простые закуски уже готовы. Берите рецепты себе на заметку, готовьте их на Новый год и на другие праздники. А мы с вами прощаемся. Увидимся в следующем видео. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing.
I wish we